Нормально. Вот это зрелище. Очуметь. Такого эпика я не ожидал тут. Милздари и Мазели, приветствую, с вами Сэр Холмс. Продолжаю прохождение Morrowind Tomb Raider Rebuild. Я на миссии гильдии воров, все еще будучи вне закона, пробрался в канализации под часовней Талоса. Здесь секретный проход в усыпальницу Раатим. Я подозреваю, что лучше мне надеть глаз Морейн в качестве амулета, потому что она говорила, что меня сюда не пропустит страж, если у меня нет с собой частицы крови Раатим. Давайте посмотрим, что тут. Напоминаю, что я здесь ищу маску смерти императрицы Катари. Я не знаю, что это на самом деле даже. Тихо, тихо, тихо. Не убейся об дверь. Но ее мы планируем обменять на свободу для наших руководителей местного отделения гильдии воров. Пока что. Длинная пещера, ведущая в никуда. Этот амулет, кстати, обладает возможностью кастовать свет на себя. Что еще он дает? Да, укрепляет навык взлома. Ну или скрытности, да? Это? Подожди. Security это... Да, это именно взлом. Кстати, интеллект ключевой навык у него. Разветвление. Туда я не хочу пока. По крайней мере, пока. Даже не знаю, тут кто-то может, в принципе, тут может быть нежить. Кроме этого загадочного стража могилы, какие враги тут могут появиться? О, записка какая-то. Так, смотрите, кто-то тут пытался, похоже. Предупреждение неизвестного вора. Стоп! Ни шага вперед. Бог жара смотрит. Наверное, Hidden, я не знаю. Всегда смотрит. И убивает других. Не подходи близко. Сделаешь это, и ты мертв. Удачи. Это как раз... Вот он, страж. Так, давайте попрокачиваем немного школу восстановления. Пока восполняется мана. Она все еще восполняется? Да. Мертвый вор. У него, само собой, есть щупы, отмычки. Интересные звуки издает. Похоже, этот вентиль. Так, ну ты, конечно, лег тут так неудобно, неудачно. Статуя стража. Выглядит кринжово. Полапать его ничего не дает.
Не, норм у меня. Кровь Раатим при себе. Мне сейчас интересно, куда ведет тот пролом. Так, зал. Отхода в мир иной королей, что-то такое. Нормально, вот это зрелище. Очуметь. Такого эпика я не ожидал тут. Мои похвалы разработчикам, как они такое сделали вообще. Напоминает, знаете, Властелин колец, когда Арагорн пошел мертвецов рекрутировать. Так, я вижу урну. Тираниса. Вот на Тираниса. Раатимская могильная пыль. Это прах королей. Так, наверное, хватит тут это, ползать. Вот это своды. Действительно королевская усыпальница, да? Лиан. Соберу всех. Какие-то увядшие фрагменты чего-то. Морайлин! Морайлин! Ой! Зря я сюда полез. А! Что это было? Что он сделал? Он меня осветил. Так. А что я хочу сделать? Чем-то благословиться, наверное, я хочу. Или призвать какого-нибудь огненного. Давайте. Взять! Взять его! Ты кто? Так, мне кажется, тут лучше огненные взять. Морайлин, это ты? Не стукай, братишка! Ничего себе. Тень Морайлина. Клинок дракона. О! Вот это у него характеристики, смотрите. И главное, он короткий, то есть мне подойдет 36-38, а у меня 24-25. Ну, конечно, у него, блин, очень своеобразные эффекты. Да, спасибо, друг, ты мне помог. Так, а это что такое? А, это призыв. Ладно, а что тут пишут-то? Надо было хоть прочитать сначала. Потом уже лезть. Так, воин-поэт возник как визуализация альковы предков дома Мора. Те, кто... чей изношенно-розовый принц каких-то земель был героем против северных демонов.
Вивек конгрегировал костями. Он сказал, мусорщик не может призвать мешок шелка и ожидать обнаружить величайшие системы и его предшественника или наследника. Идеальное счастье охватывает, ну, можно получить только плачем. Отдай мне, и сделай это свободно, что осталось от моей женитьбы. Я не сотру тебя из мыслей королевств Бога. Твоя линия замечательная зачаровательница, являющаяся моей сестрой Айем. А я уже слышал где-то. Замечательное что-то там. И из ее мудрости лишь только я что-то прошу. Блин, ну и бред. Тут явно Вивек тут приложил руку свою. Так, Костостраж вышел из стены. У него есть 3 камня драгоценных, установленных в его нижнюю джоу. Это что? Я не помню. Челюсть. Магическая практика из старины. Так, что-то пропущено. Вивек поцеловал первый драгоценный камень, он поцеловал второй драгоценный камень, поцеловал, опал и сказал: я возьму эти. А может, это сойдет за проклятый камень? Милорд, сказал король ассасинов, принц дома Мора восхищается тобой также. Я поместил его в угол Дагона. Его глаза я поджег. Или что? Глаза поместил в горячую молитву для слабых. В его рот я напихал птиц. Что, блин, что я только что прочитал? Пошли отсюда, Транах. Так, это что? Ключ к усыпальнице императрицы. Выглядит как-то что нужно. Морайлин. Ничего себе. Так ты реально существовал. Ну это прям древнее-древнее что-то. Это легенда о короле Эдварда. Это же первая эра чуть ли не. Это еще до того, как норды там... Очень подло с вашей стороны, доска. До того, как норды приплыли, до того, как редгарды приплыли, что-то такое. Не, я, наверное, не буду всю пыль доставать отсюда. Зачем? Парочку, наверное, хватит мне. Ага. Вот и она. Так, а тут что у нас? Ну, черт возьми. Ой, как все потемнело. Я думаю, что можно и там что-то найти еще. Вот туда свет как бы выходит. Там, наверное, проход есть. Нет, это щель. Ну как же это все не облететь, да? Ну, вроде ничего нет больше снимательного. Так, если сюда... На последнем издыхании. Тут вечный огонь у них, да? Ладно. Что будет, если повертеть? Он ничего не делает. Ты оставляешь его. Свет погас. Ну вот эта дымка, это классно они сделали.
Знаете, прямо графика образца Скайрима тут. Skyrim сейчас, конечно, тоже уже устаревшая игра. И в моем воображении... О, давай все сюда. Опал, кстати, может быть реально проклятым считаться. Прекрасно. Спасибо. Вот это великое расхищение гробницы. Кода. Саркофаг. Катарий Септим. А, ну да, она была Септим. Ну она, видимо, блин, кровь Раатим. В общем, я совершенно ничего не знаю про императрицу Катарии. Мне сейчас... Я об этом сожалею. Не иллюзорно. Ну, типа Данмерша императрица, что ли? Оп. Катария, Доминатрикс, Мунди. 153 по 200 здесь. Спид. Катария Септим, Домаратим, графиня Бенгарда, Вратнфелла, королева 9 драгоценностей, императрица всего Тамриэля. А! Господи! А, блин! Журнал обновлен. А ты чё тут? Слышь, меня тут закрыли? Антио. Ну вот сейчас мы откроем, кто Антио на самом деле. Фу. Так, Холмс. Похоже, метафорические часы повернулись. Не мог бы ты отдать мне маску смерти императрицы Катарии, пожалуйста? Похоже, что убирание маски с императрицы, ну, саркофага точнее, активировало скрытый механизм, который тебя, как мышь, здесь зажал. К счастью для тебя, Антио здесь. Снаружи есть вентиль. Бьюсь об заклад. С его помощью можно открыть ворота, которые тебя держат заперти. Но я хочу, чтобы ты мне отдал сначала маску смерти. Давай ее сюда. Ах ты пес. Маленькая крыса, я тебя убью. На, можно сказать, на просто. Можно попробовать его убедить. Я не думаю, что его заинтересует вот это вот Морейн и Фентус, то что он же думает только о себе. Выпусти меня. Я раньше спас твою жизнь. Да, это так. Ты спас мою жизнь в Чунцзефке. Теперь я спасаю твою. Все, что я прошу тебя, это дать мне маску сначала. Ах ты пес. А как, почему я должен тебе верить? Этот механизм же не работает к тому же. У тебя нет никакого выбора, кроме как довериться мне, понимаешь? Дай маску, клянусь, на могиле моей матери, что я тебя выпущу. Так, ну у меня на самом деле я могу воспользоваться заклинанием, знаешь. Конечно, тут может быть магическая защита, типа не работать она может. Ну, пошел бы он, конечно. Попробовать все-таки стоит. Ладно, Морейн и Фентус в опасности. Мне нужна эта маска. Если они в опасности, это их проклятая вина. Настоящие воры не позволяют себя стражи поймать.
Ты слишком сентиментальный, Холмс. Я сказал даже слишком. Слишком. А как ты сюда попал? Я просто проследовал за тобой, вот и все. По твоим шагам. Без тебя я бы никогда не прошел через каменного стража. Я благодарю тебя за это. А теперь отдай мне маску. А, кстати. Страж его не выпустит обратно. Ладно, держи. Видишь? Не так уж это и трудно, да? Маска. Я стану знаменитым. Все в Тамриэле будут знать имя Антиоф Лорейна. Антиоф Лорейн! Я убегаю. Та-да, Холмс. Ну, это, конечно, неосторожно немного, но... Давайте. А это что такое еще? Черт. Сгори, пожалуйста. Слушайте, а неплохо, да, я с ними сейчас? Таратимская стража. Щит средней брони, восстановить здоровье. Сколько из них костной муки падает? Класс. Так, я слышал, этот пес там что-то тявкнул. Но его и не видать здесь. То есть он, скорее всего, как-то пробежал все-таки туда. Нормально, еще скелетонов напустили тут. А, ха! Вот так-то. Так, сюда, пожалуйста. А, он живой еще? Кто здесь? Блин, нет! В смысле? А, вот, фух. Я думал, уже баг сработал. У меня с некоторыми NPC почему-то невозможно поговорить. Они просто спрашивают, кто здесь? Так, Антиоф Лорейн очень сильно ранен. Без вашей помощи он исчезнет. Добить его. Оставить его так пока что. Так. Забрать маску. Давай сначала заберем. Так, а теперь я не могу им. А, вот, теперь могу. Помочь. Блин, что-то... Подожди, а что мне там написали? Подожди, что-то я... Этого того... Не понимаю ничего. По-моему, тут баги какие-то. Так, вот он валяется. Журнал обновлен. Взять маску. Он говорит, кто здесь? Ну вот, и с ним еще отношение падает, смотрите. Может, из-за того, что я крался? А, вот, собрал маску. Кровь вырывается из рта Анти, он пытается говорить, но не может.
тебе удалось остановить кровотечение и помочь подняться Антио на ноги. Но он еще сможет увидеть следующий день. Но даже после того, что я сделал, ты спас меня снова. Спасибо. Хочу дать тебе знать, что я сожалею, Холмс. Прости за все. Ты лучший вор из нас двоих. Всегда был. И я рад, что смог тебе это сказать. Я спас тебя только, чтобы ты мог защищаться, прежде чем я убью тебя. Блин. Тут во мне, знаете, борется уже обновленный Холмс. Я начинал совершенно бессовестного воришки, который мог за 5 септимов убить. Да, я даже за штаны как-то убил Данмера. Вот, но подзаработав 150 тысяч септимов, я уже понимаю, что такие мелкие преступления мне не интересны. И одновременно с этим немного меняется и мировоззрение, что ли. То есть я не настолько хаотично злой, как был. Я действительно уже больше рациональный, чем исключительно злой. Но я еще не настолько милосердный, чтобы сказать ему: я прощаю тебя. И не настолько, чтобы сказать, что просто это правильная вещь, поэтому я тебя спас. Так что вот эти 3 варианта. Никто не заслуживает смерти. Ну, нет. Ты позор гильдии, но я не мог позволить тебе умереть. Да, честь среди воров, конечно. Я знаю, что я не заслуживаю твоего прощения, но я благодарен тебе, Холмс, по-настоящему. Я попытаюсь быть сродни тебе в будущем. А теперь давай отсюда выберемся к чертям. Антио Флорейн выходит из зала королевского прошлого, может это так? И ты думаешь, увидишь ли ты его когда-либо снова? Его раны довольно серьезные. А он, может быть, и не дойдет и до выхода даже, если страж сейчас активируется на него. Так, подожди, тут вроде еще один оставался. А, нет. А, да, подожди, тут был еще один же. Короче, надо осторожнее тут. Куда они пропали все уже? Блин, с лучника не успел забрать. Тень Морайлина просто. Нормально. Нет, смотрите-ка. А, кстати, мог и другой амулет надеть пока. Пока здесь. Так, ну... Я на самом деле хотел, чтобы ворота опустились. Нет, не будет такого? Ладно. Спасибо, что не испепелил меня. Так, ну и... Давайте же проверим, что у нас здесь.
Ого. Это что такое? Ну, просто кирпичики какие-то, что ли? Еще ниже можно. А, слушайте, это же, похоже, крепость данмерская старого образца. С пропильонами и прочим. Да? Вот тут явно сломан. А этот может даже функционировать. Spellstone. Волшебный камень какой-то. Ха. Вот это вандализм, да? Как он выглядит? Красиво. Ну, здесь ничего. Ну, все можно, так сказать, не отходя от кассы, то есть не выбираясь из канализаций, вернуться к нашим друзьям. Вот что я и сделаю. Так как, по сути, это тот же путь, который мы уже ходили и не раз, я, вероятно, пропущу сейчас, как я добираюсь до туда. Ну, давайте выйдем вместе отсюда сначала. Вдруг тут я найду труп нашего Антио. Или еще какая-нибудь неожиданность тут. Какая-нибудь. О! Даже так. Так. Капитан стражи дворца говорит. Приветствую, вор. Не бойся. Мы здесь не для того, чтобы тебя арестовать. Мы здесь по приказу его величества. Твой босс попросил нас заключить сделку между ней и капитаном Фентусом. С ней и капитаном Фентусом. Их жизни в обмен на маску смерти императрицы Катарии. У нас есть приказы взять ее у вас. Я полагаю, она у вас? Передайте маску, и ваши боссы будут освобождены. Имперское правительство это гарантирует. Ну, я решил оставить ее себе. А нет, я не нашел ее. Ну нет, это все не идет. Да, вот, пожалуйста. Журнал обновлен. О, как он меня полюбил. Спасибо за сотрудничество. Я доставлю это его лордству. Ты сделал большую услугу имперскому правительству. Я пошлю слово тюремщикам, что сделка завершена и что Фентус может быть освобожден. Ты же и Морейн можете идти. Ну, вы, конечно, пацаны вообще, ребята. Что делается? Это, знаешь, это все еще один и тот же квест? Нет, это уже другой. Impress Ransom. Похоже, надо вернуться в гостиницу. Написано. Блин, я всего одну алебарду адамантиновую оттуда унес. Черт, надо было залутать этих скелетов, ребят, сначала. Давай поговорим в гостинице. Давай. Где это? О. А так оно сработает, она того?
Так, что уникального я с собой? Глаз бы ей отдать на самом деле. А уникального-то, по сути, у меня ничего нет. А, слушайте, может один из... А, вот этот вот... Я бы хотел... Да, вот это выложить сюда. Ну, хотя нет, я, наверное, продам лучше. Может быть, этот камень будет считаться проклятым? Сейчас проверим. Да я не сильно ранен, не переживайте. А, нет, не к тебе. Нет у меня ничего. Ну как бы есть, но ты же это не возьмешь. О, а возьми-ка, пожалуйста. 2 мирские монеты. Да и все. Отлично. Так, пойдем в гостиницу. Удобно она, неподалеку от гильдии расположена. Так, ну все на своих местах. А где Морейн? А, вот она теперь здесь стоять будет. А где Кэп? Где Кэп? Он свалил, что ли, уже? Что за дела? Ты нашел маску смерти императрицы Катарии. Ты спас нас, Холмс. Благодаря тебе капитан Фентус и я были освобождены, и гильдия больше не преследуется стражей. Я знала, что они не откажутся от маски. Я уверена, что ее поставят на обозрение где-нибудь в Ванитовой башне. А также слышала, что Мадемилиан Ране был брошен в подземелье за то, что он предоставил стражам ложные свидетельства. Поэтому он получил по заслугам. И еще раз. Благодарна тебе, Холмс. Всегда рад. Ты можешь оставить зачарованный глаз. Я позволю тебе получить доступ к усыпальнице снова, если захочешь. Я уверена, что мои предки ну, короче, оставили за собой множество сокровищ, которые можно еще там раскопать. А что теперь? Больше у нас для тебя работы нет, Холмс. Жадный Хофмунд в Хельниме и Силнель Мавен. Короче, Firewatch, возможно, смогут тебе что-то предложить. Ну, разве что, если ты уже на них не поработал. Не, там еще не бывал, до тех мест и не добирался. Как бы то ни было, прежде чем уйдешь, капитан Фентус хотел поговорить с тобой. Старый капитан наконец-то уходит в отставку и хочет сказать прощальные слова тебе. Он ждет в доках. Погнали. Пока Кэп не свалил. Привет, привет.
Я бы все еще хотел найти этого. А где Кэп? Ладно, начни искать, и обязательно найдешь. Где Кэп? Прячется в грязи. А где Кэп? Кэп! Блин. А, это не он ли там стоит? Он в доках, блин, скажете тоже. Нет, это не Кэп. Может, ты Кэп? Это морпех? Ты явно не Кэп. Да, я бы хотел найти Данмера, который шорох тут наводит. По-моему, тут слишком мало FPS сегодня, просто до безобразия. Кэпа не видели? Да что ты будешь делать, а? Кэп! Не, ну он может быть со своей подругой, которая меня пытала, сидит в корабле вот в этом. Или меня затроллили. Принцесса Моргия называется, да, действительно. Блин, как тут темно-то. А где Фентус? Фентус! Мне нужен Фентус. Даже ты не скажешь, где Фентус. Так, ты капитан. Фентуса у тебя нет тут. Так, ну я на самом деле не вижу других вариантов, кроме как... А, тут же у них есть карты. Подожди, а что я хотел сделать с картами? Ну, это я все знаю. Я даже вот здесь бывал. В плантации Ритан, Тель-Мусада. Некром. Я был в Хлерсисе, был здесь. Немного не дошел до Некрома. Но когда-нибудь я его посещу обязательно. Хелним, Марок. Ну, на каком-то из этих, кстати, островов должен быть грот, в котором автор исследования адреугов якобы изучает их сейчас в данный момент. Так, ладно, пошел искать Кэпа. Ну вы только гляньте на него. Чё, это ты на этом поплыть решил куда-то? Холмс, дорогой мой парниша, я хотел попрощаться с тобой, прежде чем я отправлюсь в закат. Да, даже несмотря на то, что у меня нет корабля, я решил покинуть старый Бенгард навсегда. Кто знает, возможно, я украду вот эту маленькую лодочку. Но я не буду задерживаться, дышать морским воздухом. Ну, только если б не ты. Ты достал меня из подземелья Легиона, парниша. Я был уверен, что меня повесят, но ты сделал невозможное и вытащил меня и Морейн. Я хочу, чтобы этот амулет... Нет, подожди, это курточка всех профессий была моим скромным для тебя подарком. И у меня есть вопрос для тебя, прежде чем я покину. Антио Флорейн никогда так и не вернулся в гостиницу. Что с ним стало? Сказать правду? Да. Ну, можно сказать, что последний раз я его видел в гробнице Раатим. Но где он сейчас, я не знаю. Ладно. Не буду расстраивать Кэпа. Ну я и так ему сказал, что он засранец. Не удивлен в предательстве Антио. Он тот еще проходимец. Но ты сделал правильную вещь, по-моему. Выручив его, в общем. Интересно.
Действительно ли это последний раз, что ты его видел? Ну, у тебя всегда была привычка появляться неожиданно, не так ли? Я уплываю, Холмс. Боюсь, что это последняя наша встреча. Я буду скучать по тебе. Но я был рад и горд, что ты был частью моей команды. Наконец-то я от тебя устал. Это была часть, Кэп. И для меня, Холмс, прощай. Море ждет. Вот так. Кончилась у нас линейка квестов гильдии воров. Прекрасно. Кэп стоит на фоне замка старого Бенгарда. Как же все-таки все тут фотогеничные и эпичные. Вот. Да, я впечатлен. Это было очень интересно и захватывающе. Что ж, дальше в планах у меня разведать по поводу 2 ламп. Говорят, они тут водятся. Более далеко идущих планов пока строить не буду. Так-то по-хорошему попытаться бы еще завершить дело генерала Кассика и вот с этими ребятами поубивать долги из них. Но пока что я чувствую, красноречия моего все еще не хватает, по крайней мере на этих ребят. Они меня посылают все еще, когда я пытаюсь, ну хотя бы, знаете, с нуля поднять отношения там одной из торговок. Вот, но перед тем, как закончим этот эпизод, давайте что-нибудь опять же почитаем в библиотеке. Вот, ну и да, мне надо будет подумать, что. И увидимся через мгновение. Ну что ж, я довольно долго тут бродил по библиотеке, и таки мой выбор пал на историю Бенгарда. Все-таки, чё ж, мы тут столько времени провели, и пора бы уже ознакомиться. Вот здесь действительно упоминается, что изначально он назывался Халаан. Все еще хотел бы я туда попасть. Опять же, упоминается дом Раатим и Катария. Вот, и как он пришел к тому, чем является сейчас. Вот, если интересно, то подсказочка появится у вас справа вверху. Почитаем вместе. Вот, ну а на этом буду заканчивать. Друзья, спасибо вам за внимание. Линейка квестов гильдии воров завершена. Это было приятное приключение. Вот, ну и увидимся в следующих эпизодах Tamriel Rebuild. Пока-пока. Давайте проверим альтернативные варианты, например. Если ему сказать, не дам я тебе маску, он скажет, ну можешь гнить здесь тогда до скончания веков. Дай мне знать, когда передумаешь. Смогу ли я отсюда свалить? Да, магия телепорта здесь не работает. А смотрите-ка, если ему помочь сразу, не снимая с него маску, он ее и так отдает. Говорит, вот возьми маску, смертную маску. Я, кстати, не знаю, это смертная маска или маска смерти. Типа, может, если это смертная маска, может, ее сняли с лица мертвой императрицы, что-то такое. Вот. Мне стыдно, что я забрал у тебя. И, ну, а дальше уже то же самое. Ну, можно ему еще ответить для интереса что-нибудь другое. Ну, это, понятно, приведет к бою. Просто свали. Если просто его простить наиболее великодушно, вот, все нормально, я прощаю тебя. Его прощения очень много для меня значит, Холмс, по-настоящему. Ну да. Ну, вот как-то так. У него действительно другие ответы не сильно отличаются. Если выбирать другие реплики, типа даже такой червь, как ты, не заслуживает такой смерти, или вали теперь с моих глаз, он говорит, что да-да-да, у тебя все права меня ненавидеть, я понимаю, больше тебе я хлопот не доставлю, ухожу. Вот, если на него напасть, он, что? Что за жестокость? Вот, а если его добить, пока он валяется, то пишется, что ты успеваешь заметить в его глазах что-то, это то ли страх, то ли
благодарность непонятно. Вот так. Ну и все.